Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с белорусским политологом Юрием Воскресенским. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые зрители. Очень долго молчал Трамп, Юрий. И вот сказал за прошлый месяц, примерно поровну и очень много, кровавая бойня в Украине. И, в общем, нужно заканчивать. Говорит, скоро все произойдет. Сейчас интересно выглядят вбросы от разных источников о том, что на фоне скандала с Миндичем, пленок, аудита Зеленского, это мы все обсудим подробно сегодня, особенно вот эту, вертикаль. Вот тут же очень важно понимать, вертикаль, как это работает. Умеров улетел в Стамбул, и есть версия, что ему передали конкретно четкий график о том, что до 3 декабря должны состояться переговоры, плюс какие-то общие точки были. О них должно быть объявлено. Имеется в виду Россия и Украина. Мол, это как бы анкоридж, и Трамп будет выполнять, так сказать, вот свои взятые на себя обязательства. Причем интересно, что там до этого неделя, в общем, одна сторона, другая сторона думает, предложение, контрпредложение, а потом выход на общую, скажем так, рамку. Это, конечно, звучит удивительно, потому что все говорят, что мира никакого не будет, будут воевать 3 года, считают деньги, Европа говорит, ой, скандал коррупционный, да, но деньги мы выдавать будем, все призывают эти деньги давать, но многие не хотят. Однако, тут очень важно понимать, связано ли вот с этим, такой информацией, этим вбросом, вот такая уверенность Трампа, что скоро все закончится. Это очень хороший вопрос. Но в последнее время мы наблюдаем, как американский истеблишмент занял выжидательную позицию. И их всех накрыла волна некого охлаждения. То есть они особо активно не комментируют украинские события, все, что связано с российско-украинской войной. А если комментируют, то делают это максимально аккуратно, как госсекретарь и помощник президента по национальной безопасности Марк Рубио, который сказал, что, вы знаете, мы уже исчерпали все возможности санкций. Раньше, конечно, год-два назад господин Рубио был более дерзким, более напористым. Есть еще важнейший политический сигнал, который поступил на этой неделе. Важнейший политический сигнал из Америки – это снятие санкций со строительства венгерской АЭС Пакш-2. Росатом уже приступает фактически к обустройству площадки. И дополнительно к этому важнейшему сигналу о снятии санкций с Пакш-2 еще впервые с 2022 года делегация США не поддержала антироссийский пункт в резолюции о героизации нацизма. Это важнейший политический сигнал, это не какой-то там бла-бла-бла, который мы все время обсуждаем в эфире американских чиновников. Это действительно концептуальный документ, который принят и который будет сохраняться в аналах истории. Может быть, мы дождемся все-таки изменения доктринальных документов, связанных с концепцией национальной безопасности США, где по-прежнему стратегическим противником является Китай и примкнувшая, как они пишут, к ним Россия. В прошлом эфире я предложил 12 пунктов остановки войны и очень активно их обсуждали в комментариях. Кстати, приглашаем присоединяться к каждому вашему эфиру. Специфика этих 12 пунктов заключается в том, что инициатива находилась и находится у украинской стороны. То есть эти 12 пунктов может реализовать только суверенное украинское руководство, а никто иной, для остановки войны. Если же эти пункты отвергаются, которые мы подробно перечисляли, все о них известно, и
можно сделать ссылку и на выступление Владимира Путина на коллегии МИД России в июне 2024 года. Если же они отвергаются, то у нас остаются 3 актора, которые вне украинского суверенного руководства могут остановить войну. Первый актор – это Дональд Трамп. Конечно, он скромничает, когда говорит, что он ошибался, что войну можно остановить в сжатые сроки. Конечно, мы прекрасно понимаем, что если бы Дональд Трамп захотел, прошла бы серия телефонных звонков в ультимативном тоне, в том числе с европейскими партнерами и европейскими лимитрофами, наиболее агрессивными поджигателями войны, такими как Польша, Финляндия, Литва, Латвия и другие страны. И все бы закончилось очень быстро. Очень быстро. Просто вот если кто-то говорит, что это вариант нереальный, ну вот просто представим, что в дополнение к тому, что мы видим сегодня на фронте, ну, например, отключаются спутники Starlink. Все, это полная раскоординация управления украинской армией, что позволит прорвать фронт в нескольких участках и выйти на оперативный простор, как сейчас это делает российская группировка «Восток», продвигаясь по Запорожью, Днепропетровской области. Поэтому Трамп, конечно, с моей точки зрения, имеет контрольный пакет акций среди вот этих людей, акционеров, которые могут прекратить бойню на Украине. Второе, кто имеет контрольный пакет, не контрольный пакет, является соакционером, миноритарный пакет, это, конечно, европейские народы, которые отстранены от права управлять, выбирать свое руководство. Сейчас немцами, французами, британцами руководят люди с официальным рейтингом в 10-11%. Если бы в руководство Германии пришел человек, отстаивающий интересы немецкого народа, то ситуация бы тоже резко поменялась не в пользу Украины. Дело в том, что в Минске прошел на этой неделе конгресс патриотических партий Европы, и приехали представители политикума с многих стран. И я вот разговаривал с представителями альтернативы для Германии. С их точки зрения, с их слов говорят, все немцы, все просто немцы устали тратить свои деньги, все немцы требуют восстановления. Ну, это они говорят все, я так понимаю, большинство требуют восстановления Северного потока для запуска немецкой экономики. Потому что, чтобы немецкая экономика работала и процветала, ей нужны дешевые углеводороды. Иного источника углеводородов по таким низким ценам, кроме как через Северный поток, не существует. И третий ключ к вот этому замку, которым можно не открыть, а закрыть ящик Пандоры, организованный британцами и украинскими националистами. Третий ключ к этому замку находится в руках российской армии. По мере ее продвижения будут реализовываться все цели специальной военной операции. Поэтому Дональд Трамп сказал, что скоро все закончится, прекрасно понимая, что украинский режим находится у него в шуфлядке. И вот то, что мы наблюдали сейчас, и, наверное, будем обсуждать в Беларуси со своей стороны, тоже были шокированы масштабом, уровнем цинизма и коррупции. Ведь это все понятно, что организовано Федеральным бюро расследования и американской стороной. И также понятно любому думающему человеку, что это только вершина айсберга. Что этих пленок Миндича еще там вагон и маленькая тележка. И если политическое руководство Украины не поймет, что от него ожидают, а от него сейчас ожидают, чтобы оно пошло на хотя бы обсуждение конструктивное условий мирного соглашения.
хотя бы на конструктивное обсуждение, то тогда приоткроется следующая бобина с кассетой, назовем это так. И украинский народ будет шокирован еще больше. Ведь это все абсолютно понятно, что распечатали кассету, именно связанную с энергией, для того, чтобы вызвать шок уровнем цинизма у самих украинцев. Это в то время, как мы сидим в темноте со свечками и с генераторами, они моют бабки. Это международная интернациональная группировка из днепровского криминала этнического и примкнувших к ним украинцев. То есть они пилят бабки, а мы сидят со свечами. То есть понятен масштаб цинизма. Но еще, знаете, более масштабнее цинизм заключается, знаете, в чем? В том, что у американцев этот чемодан весь со всеми эпизодами на протяжении долгих лет. Они все знали, что мы говорили, что украинский режим коррумпирован, что они наживаются на войне, что они выводят активы все, что кто-то опроверг, значит, 6 или 8 объектов недвижимости во Флориде у господина Умерова. Так это иноагент, его немедленно надо арестовать за расхищение украинских денег. Его декларации не бьют, он не может даже в Броварах купить будку. Какие объекты во Флориде? И американцы, я допускаю, что недалекие какие-то европейцы, тявкающие, гавкающие, такие как негодяй Сикорский, призывающие еще 3 года украинцев воевать, они, может, что-то не знают. Но американские же спецслужбы, политики все же знают. Так почему вы дозированно вот эти будете пленки сейчас доставать, чтобы повлиять на Зеленского, вместо того, чтобы не представить Украину вообще всю картину того, что произошло? Вот здесь, это очень возмущает. Здесь очень важно вот то действительно ощущение, которое вы описали, потому что к нему нужно прийти. А всю неделю, как вот обухом по голове били вот эти фразы, да, о том, что ой, денег жалко, а двушка ушла в Москву, а вот Чернышов, смотрите, получал $1 200 000 и 100 000 со своим помощником в этом бэк-офисе, который организован. Опять-таки, какие-то, тут, конечно, прелесть. Коломойский – это прелесть. Вот все-таки он хоть в СИЗО, там все говорят, что он, там не все, там есть мнение, что он там сидит в каких-то суперусловиях. На самом деле это не совсем так, но камеры он одну за одной передают сидельцы, которые в СИЗО, да, находятся, он одну за одной ремонтирует. То есть там вот ремонт сделал, там ремонт сделал, нормально. То есть как бы денег у него как бы нет, да, и там вроде бы как выставили ему вот эти 3 миллиарда за приват банк. Но он же потрясающий дает комментарий. Говорит, Миндич хороший человек. Вот такой парень. Просто стрелочник. Вы знаете, тут возникает 2 момента. Вы указываете очень на такую правильную, скажем так, рамку, как посмотреть на это все, да, на правильные какие-то обстоятельства. Что имеется в виду? То вот мы же можем с начала этого года. Сейчас в соцсетях очень модно там вспоминать надежды на 2025 год и к чему мы пришли. Это делают в юмористическом стиле, в каком-то таком. ТикТоки люди снимают, кто-то просто что-то пишет. А ведь на самом деле с начала года инаугурация Трампа, ожидание, 24 часа, вот это... Можно же понять, что вот эту всю политику, вот эти один овальный кабинет, второй овальный кабинет, ведь это все делалось, что у Трампа была информация. Вся полнота информации. И, конечно же, да, вот там поругались, там немножко его пощипали, здесь, но все равно как бы держат лицо. Очень тяжело было держать лицо Ермаку вчера, когда он пришел на ковер к, скажем так, Бринк была послом, да, к Дэвис, Джули Дэвис, она поверенная, она не посол официально, но тем не менее они с ним встретились, так как-то так с сочувствием, с сожалением, отстранением посмотрела ему в глаза.
Ермаку, видно, было некомфортно от этого всего. Ну и начинают там включать Стефанишину, включать всех, там сенаторы, конгрессмены, давайте. В общем, лоббистов включать по полной программе, чтобы как-то это все, плюс-минус устаканить. Но возникает же момент. Если США все не то что знают, а знали, то почему именно вот так все это выглядит? Почему именно вот так обставлено? И это ощущение не покидает всех. Вместе с другим ощущением, так а чего ждать дальше? Вы правы, что это все на самом деле дозировано. Вот тут кум Зеленского, Чернышов, получил подозрение. Там Миндич, ближайший человек. Как вам кажется, может ли быть такой вариант, что все обставлено просто очень красиво, и эти люди, я не говорю про Чернышова, тут, наверное, действительно жирная рыба. Представьте, вице-премьер в свое время, который там захаживал в бэк-офис, а именно, конкретно Миндич, Цукерман. Ведь справедливо же говорят, так они никто. Так, а им не надо быть кем-то. То есть это не просто вертикаль, а это подноготная Зеленского. Этот Миндич скайп Коломойскому в свое время настраивал. Это его человек. Потом он завладел половиной 95-го квартала, стал душеприказчиком Зеленского. И сейчас уже очень и очень тяжело отмыться. Как вы думаете, не специально ли разыграно это все для того, чтобы, как-то немножко отвести внимание от Покровска. О Покровске же почти не говорят. Да? Там поднимают крик, как вы упомянули, по поводу Гуляй-Поля и продвижения туда в сторону Запорожья, которое идет. Но оно так может идти долго. А вот сейчас вот этот остроту и кризис абсолютно пленки Миндича все перебили. Вы знаете, по Покровску не говорят по одной простой причине. Он же уже деблокирован, как и Купенск. Я, понятно, иронизирую, но мы вспоминали в одном из эфиров газету «Трезуб», то есть упоротость украинских националистов зашкаливала до просто степени маразма и безумия. Они вчера, по-моему, представили ролики, где героический украинский спецназ штурмует пустые здания в Купенске. Правда, асинтеры выявили, что это видео прошлогоднее. Да и скотч там не зеленый, а желтый. Поэтому и Покровск, что про него говорить? Он же деблокирован, все ж нормально. Все, как говорил Сырский, Зеленский и так далее. Говорить, конечно, что это инспирировано офисом президента, конечно, нет. Слишком уж велики репутационные издержки, в том числе в странах Европейского Союза, и слишком велик шок украинского народа от деятельности зеленых мародеров, а их назвать можно только так, зеленые мародеры. Насколько мне известно, сегодня какие-то активисты пытаются созвать что-то подобие Майдана. Кстати, очень удивили украинские националисты. Так а где ваши прикладные действия по прекращению расхищения? Где ваша позиция? Это же не книжки на киевском рынке забирать у бабушек. Пожалуйста, вот сеть коррупционеров, вот все видно, кто стоит. Где ваше громкое слово? Нет, тишина. Потому что понимают, а скорее всего и имеют долю от этих реципиентов. И понимают, что могут пойти на дно вместе с этими Миндичами, Шеферами, Цукерманами. Но это показывает не только лицемерость вот этих зеленых мародеров, но и лицемерость тех, кто называет себя украинским националистом. Но вот то, что действительно может включить офис президента и уже включил, это антикриз. Антикриз. И на вершине вот этого антикриза очередного, дурацкого. То есть там же два антикриза. Есть антикриз грамотный. Интуитивно его чувствует Зеленский при всей ненависти украинского и других народов к этому человеку. Он сразу сказал, у президента не может быть друзей.
Это очень правильный тезис. И сразу же включил фигурантов в санкционные, так сказать, списки. Правда, обманул здесь украинский народ, представил так, как будто у них паспорт Израиля. Мы здесь в Беларуси все внимательно это отслеживаем, хотя это граждане Украины. И если в отношении других людей, в том числе патриотов Украины, Зеленский вводил санкции на 10 лет, то в отношении зеленых мародеров он ввел санкции на 3 года, да еще по иностранному паспорту. Это наводит на определенные сомнения. Вроде как начал хорошо, а закончил, как говорят в народе, за упокой. А есть еще дурацкий антикриз. Полного бестолочи и остолопа, которую мы выгнали из Беларуси в свое время, Михаила Подоляка. Он даже здесь редактировал газету филиала партии Владимира Вольфовича Жириновского. Вот этот Подоляк. Вы представляете, до чего падкий на деньги человек. И вот он, да, значит, и он сказал, что так это же все Кремль. Это ж Кремль все расхищал. Вы видите, они ж двушку туда завозили. То есть за этим стоит, конечно, Россия. Но более дурацкого объяснения к коррупции в Украине просто нельзя придумать. А ведь это одна из немногих сфер, которая генерирует денежные потоки, позволяет украинской экономике держаться на плаву. Кстати, я думаю, будет вашим зрителям очень интересно, что вчера принято решение о том, что белорусской АЭС будет строиться третий блок к уже имеющимся двум. Беларусь входит в тройку стран с самой низкой электроэнергией в Европе. В Беларуси построено 1870 заправок для электроавтомобилей, а всего парк автомобилей достиг 44 тысяч единиц. То есть, в принципе, одна заправка приходится вот на 25 автомобилей. Островец, в котором расположена белорусская станция, его число жителей выросло с 8 до 15 тысяч. Средний возраст 38 лет. То есть очень-очень молодой коллектив. Ну и 100% населения Беларуси обеспечено доступом к электроэнергии. То есть в этом мы показываем, что делать и как оно преобразуется все, в том числе связанное с энергоотраслью, если не воровать, если не мародерить, если не быть крысой, если не красть у своих. Поэтому это еще режиму Зеленского выльется боком, но мы ожидаем, что будет на следующих пленках Миндича. Здесь может быть, конечно, если возвращаться к антикризу, только полная перезагрузка власти. Потому что с 2019 года у власти в Украине находятся фактически узурпаторы. Мы не знаем, чего хочет украинский народ, за кого он может сейчас проголосовать. Полномочия Зеленского истекли в 2024 году. Полномочия Верховной Рады, ну хорошо, там есть вопросы. Действительно, Конституция позволяет продлять их полномочия Верховной Рады на военное время, но не позволяет продлять полномочия представительных органов власти, глав городов. Вот. А полномочия Зеленского, еще раз повторюсь, истекли в мае 2024 года. Вы знаете, еще вот важный момент, который мы наблюдаем со стороны. В этой всей истории, конечно, видна и рука, в том числе Игоря Валерьевича Коломойского. Мне, честно, он как сценарист и актер очень нравится. И, в принципе, да, я передаю ему теплый привет. Естественно, он жаждет возмездия за то, что неблагодарный Зеленский его обокрал и 2 года держит в СИЗО. Поэтому, конечно, он очень заинтересован в том, чтобы это стало началом конца Зеленского. Но началом конца Зеленского стал его визит к руководителю МИ-6 осенью 2019 года. И начало конца Зеленского стало отвержение попыток России избежать специальной военной операции. Причем такое грубое, наглое, я бы даже сказал подлое. Поэтому
конец его понятен, поэтому его жизнь, и в том числе политическая и физическая, это война. Чем дольше она будет длиться, тем дольше он будет жить. Но проблема-то в том, что он за собой на дно несет огромное количество жизней украинского, русского и других народов. Вот в этом беда. Поэтому, если американская администрация действительно его решила остановить и принудить к выполнению требований России, а требования России, поверьте, это самое минимальное, на что может пойти руководство Российской Федерации и мы, как союзник Российской Федерации. Это еще самые минимальные требования. По уму надо было вообще лишать нацистский режим выхода к Черному морю, потому что если будет хоть один квадратный метр будет доступа к Черному морю, то террористы Буданова и Малюка будут запускать бэки с этого квадратного метра. Поэтому вот эти требования путинские, они очень либеральные. И если американцы принудят Зеленского их выполнить, это будет замечательно. Но если они не принудят это сделать, то это принудит сделать российская армия. В любом случае, рано или поздно, все цели специальной военной операции будут выполнены. Ну, смотрите, по поводу цели специальной военной операции, действительно, вот даже у меня сложилось такое впечатление, что это только кажется, что все бросили воевать и следят за судами в НАБУ. Ну, правда, это ведь... Я же так вспоминаю, а как это отображается на фронте? Попер этот антикриз, и дело рук конкретно подалека, то, что, в общем, смотрите, там целая куча постов от разных людей, примерно с одинаковой стилистикой, мол, не шатайте, не раскачивайте, держите себя в руках, коррупция была всегда, воровали всегда, и вот, да, сейчас не исключение, но Зеленский... Ермак вообще вышел и сказал, Зеленский дал добро на все расследования, поэтому он вне подозрений. Ну, и начинается вот это, да, друг, не друг и так далее. Зеленский отправляется в Европу. В Греции Патриот, говорит, поеду, снаряды, в общем, оружие. Но Греция это так-сяк. Да? Многие, кстати, так пригляделись, так резкость навели. Говорят, с Израиля, с Тель-Авива до Греции полчаса лету. Ну, на самом деле. Очень быстро можно прилететь, сесть, так сказать, гражданину Украины Миндичу с Зеленским встретиться и обкашлять вот то, что произошло. Потому что все же видят, все прекрасно понимают. Эти пачки денег – это капля в море. Ну, то, что увидели. 100 миллионов, что называется, НАБУ, это капля в море. Еще, вот помните, в момент итерации картонного Майдана, вот того, с чего все началось. Опять-таки, мы заложники определенной клиповости мышления. И нам и власть, в принципе, такая, и нам вот это вот дают это все порционно. А на самом деле это же процесс, это же расследование, это же одна фабула. То есть мы видим, что с чего вот все началось. Они учуяли вот это все нюхом, спустили на набушников собак СБУшных, те их начали кусать, рвать. Магомед Расулов, который, как оказалось, писал вообще это все, и ключевая фигура из детективов НАБУ, что сейчас выдают порционно в судах, это он в СИЗО, да, его задерживают как просто рецидивиста, бьют, отца тоже садят. То есть все это видят. На Майдане, который вы упомянули, об этом тоже активисты говорят, что, ребята, в смысле не препятствуют расследованию, а это что? Там связи с Россией. Вообще какой-то цирк получается. Значит, Магомед Расулов говорит, связи с Россией, НАБУ, да? НАБУ – связь с Россией. Российские агенты. Сейчас даже вбрасывают такую историю, что сейчас еще какие-то подробности будут. Смотрите, вот эти друзья президента, Кумовья, Чернышов, вот эти все, они тоже деньги в Россию отправляют. И те связаны с Россией. А украинский народ сидит и думает, елки-палки, значит, нам рассказывают, мы едині, незламні, несокрушимые, вот такие все мощные. То есть мы тут едині, а деньги пилятся там. То есть и отмываются туда.
И все же понимают, что через Россию вот этот крюк этой схемы был ровно для того, чтобы эти деньги не достали западники. Ну, потому что у них все на счету, каждый там, скажем так, цент они могут отследить, они могут проверить. Опять-таки, криптовалюта тоже большой вопрос. Сейчас очень многие смотрят, а что происходит, допустим, там по рынку криптовалют, что-то там просадки. Конечно, все говорят, что это Венесуэла, такие тектонические вещи, но это очень волатильный рынок. Все понимают, что если есть человек, который много ввел, ну, много купил криптовалюты, цена поднялась вверх. Если есть человек, который много вывел, то цена опустилась вниз. Только у Миндича $1,5 миллиарда оценивают его флешку. Об этом писали раньше. Понимаете? Ввиду этого Зеленский двигается дальше, западнее. После Греции его ждет Макрон. И тут возникает такой какой-то непонятный осадок. Ну, слушайте, Макрон-то, понятно, друг. Он его там целовал неоднократно, встречал, обнимал. Но сейчас целовать и обнимать Зеленского, ну, это как бы как поцелуй Иуды. Это какой-то отравленный поцелуй. Но, тем не менее, было объявлено, что Елисейский дворец зовет. Умеров, значит, в Катаре, да, там Турция, Катар. Ну, Катар почему? Там тоже счета. Там, ну, это все прекрасно понимают, что страны Персидского залива – это тихие гавани, куда можно сливать, ну, ту или иную массу денежную. Поэтому Умеров там говорит, я там про деток договариваюсь, про перемирие, про обмены, про все вот эти вещи. С кем? Непонятно. Ну, договаривается. Зеленский в Париже, Украина под обстрелом и бьет точечно по Российской Федерации. Вот такую картину мы видим и наблюдаем. Европа, она же не глухонемая. Ну, Макрон, он же не в воздухе, не в вакууме находится. У Макрона тоже сложные внутриполитические процессы. Там тоже есть думающие люди, журналисты, которые пишут, что-то говорят. Неужели опять будет обнимать и целовать Зеленского после всего того, что произошло? Оно понятно, Зеленскому нужна эта поддержка как никогда. Вот именно сейчас. И он едет к Макрону. Но не получится ли наоборот, что, как вы выразились, европейские народы будут требовать вместо поцелуя фигу, но не в кармане, а в лицо? Потому что ты, получается, выделяешь деньги, следующие транши, на то, чтобы их обналичивали через Москву в Персидский залив или еще куда-то, прятали, по карманам тырили. Так и получится, потому что получится в плане обнимашек. Потому что Макрон, он же не просто знакомый Зеленского или коллега по управлению страной, занимающий высшее должностное положение. Дело в том, что Макрон, по некоторым сведениям, подельник Зеленского вот в этом распиле. Была мутная история, связанная с желанием купить банк у Макрона, а Макрон сам выходец из банковских структур, из структур Ротшильда. Поэтому двум людям, которых обвиняют в коррупции, есть о чем поговорить. Вообще, конечно, эти вояжи Зеленского вызывают недоумение, потому что, насколько я понимаю, количество дней, которые он был вне Украины, оно превышает количество дней, когда он оставался в эти тяжелые минуты со своим народом и с болью своего народа. Ну, точнее, не своего народа, а народа. Но в целом надо сказать, что вояжи Зеленского ничего ни к чему не приведут уже, потому что общественное мнение Европы начало проходить точку невозврата. И уже вот эти все заявления, которые мы делали в эфирах, уже делают очень авторитетные иностранные западные агентства. Почитайте передовицу Bloomberg, почитайте Financial Times. Люди говорят, почитайте высказывания вице-премьера Италии Сальвини. Мы не хотим отдавать деньги на то, чтобы их расхищали. А их расхищали и будут расхищать, потому что весь украинский политический класс вырос на этих коррупционных удобрениях, начиная со времен Кравчука и Кучмы.
Вот тогда именно заразилась коррупция. Они 30-35 лет, вы 30-35 лет расхищали свою страну, а потом, оказавшись у разбитого корыта, сделали глаза и лицо, как у Ермака, который сидел на отчете у временного поверенного США. Вообще, кстати, по очертаниям, по фотографиям я четко увидел, что Ермак был в памперсе. Это именно тот Ермак, которому в 2021 году я лично в офис привозил предложение Беларуси не втягиваться в военный конфликт с Россией, в военное противостояние. Это было в сентябре 2021 года. И если бы он включил мозги, то ему не надо было включать сейчас какой-то антикриз. А никакого антикриза тут глобально, если рассматривать, его нет. Либо вы выполняете условия Российской Федерации, а это условия и Республики Беларусь, и всего прогрессивного человечества. Мы хотим, чтобы Украина была независимой, суверенной, не вступала ни в какие блоки, уважала все народы, которые проживают на ее территории, которые хотят говорить на тех языках, на которые они говорят. Кстати, украинские нацисты были шокированы, что 82% школьников разговаривают на переменах на русском языке. Ребята, школьники, наша вам поддержка. Мы хотим, чтобы Украина вернула собственность тем собственникам, восстановила справедливость, да, то есть которые обладали ей на 22 февраля 2024 года. Это и Моторсич китайцам, это и на $500 миллиарда вагонов нам. Мы хотим, чтобы была возвращена вся собственность Украинской Православной Церкви. Заметьте, не нашей, не белорусской, не русской, Украинской Православной Церкви. Все, что было отобрано, начиная с 15 декабря 2008 года, когда Порошенко создал свою коррупционную церковь. Вот. Значит, но тут в плане, когда это все закончится, мы обсуждаем это в каждом эфире и будем обсуждать, потому что нормальный человек не может это все терпеть и смотреть. Мы должны понимать, что украинский режим будет продолжать дальше переходить красной линии. И на этой неделе такой красной линией стала атака по Нововоронежской АЭС. Это очень опасно для всего населения и Украины в том числе. Потому что, как думающие люди, если мы абстрагируемся от эмоций, мы должны понимать, что за такие нападения сразу же следует ответка. Вот если бы украинский режим прекратил убивать мирных жителей Белгородчины, Курщины, только за год они убили 322 человека, в том числе 20 детей в результате атаки своих FPV, целенаправленно на мирное население. Если бы украинский режим бил исключительно по военным объектам и получал по военным в ответ, то, может быть, и не было ситуации, связанной с блэкаутом. А сейчас ситуация настолько опасна, что украинский режим начал атаковать Нововоронежскую АЭС. Это второй раз уже. Он уже попадал в Градирню, да, в эту трубу в этом году. И вот в ночь с 13 на 14 ноября опять 8 беспилотников туда полетели. Я к чему это говорю? Ну, вы же понимаете, что будет в ответ. В ответ будет атака потому, что можно было ракетами разнести в хлам, но ввиду большого ущерба гражданскому населению российская армия это не делала. Это подстанция 750 киловатт, на которых держится вся украинская энергетика. И их было 10 штук, сейчас их 6 штук под контролем Украины, 4 подстанции Каховская, Запорожская, Донбасская, Южно-Донбасская находятся под контролем Российской Федерации. Если российская армия вынесет эти станции, вся страна погрузится в блэкаут. Это я не беру еще 170 станций 330 киловатт, которые являются ключевыми звеньями в распределении украинской энергетики. Поэтому вот эти все удары по критической российской инфраструктуре чреваты тем, что в ответ будут еще большие удары, и так до бесконечности. И выйти из этого замкнутого круга
Может только или украинское руководство, сказав: окей, мы начинаем бить только по военным объектам. Мы ведем войну по правилам, установленным Женевскими и всеми другими конвенциями. Либо американское руководство, потому что американское руководство тоже понимает, к чему могут привести вся эта эскалация. Россия не остановится. Путин четко заявил, зачем такой мир, если в нем не будет России. А Россия не остановится только потому, что все уже этические нормы, все дипломатические нормы, все давно нарушены, перешли. То есть мы не можем позволить, когда нас вообще никто ни во что не ставит. В связи с этим, с тем, что будет очень холодная зима, я призываю всех украинцев, кто может ходить, ездить, в том числе женщин, потому что нацисты Зеленского доберутся и до женщин. Бегите из страны, уезжайте, пока открыты еще границы. Ничего хорошего этот режим не принесет. Умирая, он потянет вас за собой на дно. Но у него, в отличие от вас, есть запасной аэродром в Израиле, в Флориде, Лазурном берегу. А у нас с вами этого аэродрома нет. И вот мы в прошлом эфире, Александр, говорили о том, что батька пригласил, президент Лукашенко, украинцев. И десятки людей в комментариях спрашивали, а как попасть в Беларусь? Что? Как сделать? Я вам приведу такие цифры. Только за этот год, по состоянию вот на 15 ноября сегодня, 2025 года, в Беларусь приехало 97 805 украинцев. С каких они направлений приехали, чтобы вы понимали, как заезжают в Беларусь? Значит, 76 684 человека приехали с Польши, то есть львиная доля. 19 тысяч человек приехало со стороны Литвы, но сейчас граница с Литвой закрыта. И 2000 почти человек приехали через латвийскую границу. Она вообще пустая. То есть, если делать большой крюк, можно заехать через Латвию. И 58 героев, подпольщиков пришли в Беларусь через леса. Мы крайне не рекомендуем это делать, потому что там все заминировано, плюс ходят нацистские патрули. Но 58 человек пересекло границу, и мы их приняли, разместили, обогрели. Всего с начала специальной военной операции с февраля 2022 года на территорию Беларуси приехало 320 тысяч граждан Украины. Часть из них, большая, поехала дальше в Россию, но часть, не менее 25% от этого числа, 320 тысяч, осталась в Беларуси и работают. У нас прекрасная страна для людей труда, для желающих, конечно, быстрого заработка, айтишников, креативного класса. Может быть, лучше двигать дальше в Москву. Но для людей, для трудовых, так сказать, трудового класса украинского, с детьми особенно, у нас все есть условия. Немерено земли, значит, домов, работы, социалка, медицина, все обеспечим, кружки, пожалуйста, приезжайте. Вот я вам сказал направление: польское, латвийское, литовское сейчас закрыто. И 58 героев, 2 из них за октябрь, проникли через границу Украины. Поэтому, если так ситуация будет продолжаться, для сохранения, спасения жизни украинского народа надо бежать. Потому что все вы сейчас находитесь в заложниках у международной преступной группы, как мы увидели из пленок Миндича, которая превратила вашу страну в полигон и в большой-большой ландромат. У меня такой вопрос, я его так на закуску оставил нашей сегодняшней встречи. Он важный на самом деле вопрос. Смотрите, мы наблюдаем и, в принципе, делаем вид, что все хорошо, но на самом деле не все хорошо. Вот не все хорошо. Даже гуляет такая версия в сети, обсуждается и на моем канале, тоже на других каналах, что такое ощущение, что вот эта этногруппа, которая наверху, верхушка, как бы мстит украинцам за
ну, там, полицаев, которые были во время оккупации нацистской, как бы мстит украинцам за времена там, Гонты, там, времена Богдана Хмельницкого. Ну, вот те, да, те годы, когда, собственно, были погромы, известные в истории, которые все учили в школе. То есть, да, и такое ощущение, что идет какая-то месть. Но тут же колесо истории, оно проворачивается. И все четко же видят эти фотографии, то есть, да, а их еще там специально, сейчас же это все очень просто, интернет, там, да, там, их можно собрать в коллажик, вот они все, так сказать, все махровые, то есть все, понимаете? И тут сидишь в Украине, а украинец Микола какой-нибудь или какой-нибудь там, да, не знаю, там Иван какой-нибудь, Сергей, да, он там Сергейко, он Мышко, он в окопе, да, или в могиле, или без руки, без ноги. Ну, то есть вот. И это все видно. Если все думают, что это как бы это стыдливо надо опускать глаза, чтобы не показаться там каким-то человеком, который дискриминирует кого-то, ксенофобом каким-то. Нет. Это прям проблема аппарата. Вот это. То есть у руля при деньгах, вот кто осуществляет реальное управление. Вот кто может написать Зеленскому смс-ку, а тот сразу звонит Галущенко. Вот кто там решает, кого куда ставить. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. У меня вопрос в завершении, но очень важный. Мы там очень похожи. Россияне, белорусы, украинцы. Очень похожи. Модели государства разные, способы управления разные. Но у меня возникает очень важный вопрос. Почему вот в Беларуси такого нет? Ну, как бы, нет, там есть тоже вот эти, ну, скажем так, евреи. Ну давайте не будем. Ну, они есть, то есть, понятно. Но почему это не вот этот порабощающий клан, который... Причем я со всем уважением, есть нормальные люди. И эти нормальные люди тоже евреи, они плюются, говорят, да елки-палки. Дискредитировали всех нас. То есть, смотрите, опять погромы, вот в том виде, в котором мы в истории читали, они же обрушатся на голову не вот этих вот, а других, обычных, ну, тех, которые близко, которые рядом, которые там, ну, вот обычные люди. И говорят, действительно, это подстава. Ну, вот то, что они сейчас сварганили из государственного управления, это подстава. Ведь это очень важный вопрос. Грамотно расставить так кадры, чтобы были там украинцы, чтобы вот это, ну, вот все, да, там. А так получается вот как получается. Почему в Беларуси? Вот как вы проскочили эту, скажем, эту историю? Ведь в любом случае с 90-х было нечто подобное. Вы знаете, вопрос он очень глубокий, но постараемся уложиться в максимально кратчайшие сроки. Ну, первое. И Зеленский, и Миндич, Шефер, Цукерман и все другие новоявленные украинцы – это позор еврейского народа. Если бы это были белорусы, или буряты, или татары, мы также фиксировали факты. Мы же просто фиксируем факты, что Украиной руководит этническая преступная группировка, и лицами, принимающие решения, являются не дропы, номиналы украинцы. Это просто подставные люди. А совершенно другие люди, не связанные с украинской национальной культурой. Это просто факт. В данном случае это оказалась вот эта этническая группа. Это могли оказаться и, например, молдаване во главе украинцев. Значит, хотя, наверное, не хватило бы столько наглости у молдавского народа. Но здесь вопрос, вы правильно ставите его, и мы бьем колокола. Вот эти прикормленные нацики, вот эти с бородами, там, с цифрами 44, они же математики все, это же цифра 44, это не нацистские молнии. Вот эти с усами, где вот этот, значит, Корчинский, да? А ничего тебе, Корчинский, усы тебе не жмут, что Украиной рулят все, кроме украинцев? Потому что эти мерзавцы, Белецкий и так далее, они все прикормленные, понимаете? Офисом президента и этой этнической группой. А когда с окопов вернутся
украинцы, которые проливают сейчас кровь с промытыми мозгами, наши русские люди, но которые промыли мозги за годы вот этой вольницы, будет очень тяжелая ситуация. У них же всех гранаты, пистолеты, патроны. Вы представляете, что будет? Вот в том числе поэтому я говорю, надо уезжать пока не поздно, потому что задача, во-первых, Зеленский будет продолжать свою человеконенавистническую политику, направленную на геноцид украинского народа. А во-вторых, эта этническая группа будет делать все, чтобы эти с окопов не вернулись. И мы сейчас это наблюдаем. Но это же абсурд. Если ты находишься в мешке и заблокирован, как можно туда посылать спецназ, другие подразделения на убой, как свинок? Это же на убой. Это с точки зрения любого украинского националиста, патриота, это преступление. А они это делают, теперь мы понимаем, в том числе, чтобы не вернулся никто ни с фронта и не спросил за эти все расхищения. Это первый момент. Второй момент. Почему Беларусь такая, а Украина такая? Потому что вы азиаты. Частично. На вас, да, вы кричите, значит, в комментариях «русня», да, там то-то. А на самом деле азиатская, вот эта турецкая, южная культура, она сыграла очень большую роль. Вот почему у нас все чисто и переходят все на зеленый свет. Потому что у нас больше европейский код. Понимаете? В Беларуси мы все время были в составе европейских государств. Россия, Речь Посполита, значит, Великое княжество Литовское, независимая Беларусь. Следующий момент. У нас был избран представитель не олигархии, а трудового народа. Причем сходу, в 90-м, когда вся номенклатура объединилась против президента Лукашенко, он победил с фантастическим результатом 80%. И он, в отличие от лжи Зеленского, который говорит, что у президента не должно быть друзей, действительно, интуитивно, на тот момент еще тогда не читая книг Ли Куан Ю, он действительно начал зачистку и старался, чтобы никто к нему не приближался. Конечно, иногда тогда, значит, возникали коррупционные скандалы, но президент тогда еще, 31 год назад, сказал, что коррупция – это коррозия, которая разрушает все. Если мы позволим коррупцию, конец будет государству. Оно придет к разрухе, к войне, к расхищениям и так далее. У нас жесточайшая борьба с коррупцией. Конечно, это допускает какие-то единичные вкрапления, но в целом все знают, что у нас даже в голову гаишнику не придет взятки брать. А вот я 20 лет назад ехал с полным багажником с Крыма 20 лет назад, когда не было еще ни Зеленского, ни Януковича. Детишкам вез перец, виноград, овощи, фрукты. У меня не было денег, меня тормозили в каждой области. В каждой области тормозили. Я говорю, у меня нет денег, я ж с отдыха, а не на отдых. Они говорят, ну тогда и что есть. И по приезду на Новую Гуту у меня был уже пустой багажник. Значит, и там подходит украинский таможенник. Это 2003 год, 22 года назад. Он подходит, говорит, слушай, у тебя гривни есть? Я говорю, ну вот у меня осталось гривен 30. Отдай мне их, они же тебе уже не нужны. Понимаете? То есть коррупция на Украине, она как-то вписана в этот код кумовья, да, более южная страна, более южные гены. Значит, вольницы, это казаки, Запорожье, а всем все пофиг, да? Кум, сват, брат. И вот это все наследство, оно досталось Зеленскому. Ни Зеленский не автор коррупции, он ее продукт. И Янукович не автор. Это все длилось со времен Кучмы, со времен Кравчука. А может быть и даже в советское время. Мне рассказывали украинцы, что приходили, когда во Львове там в паспортный стол, там им открывали шуфлядку и говорили, ну-ка сюда что-нибудь положи. Шоколадку.
Да. Да, то есть, понимаете, это говорит о том, что если Украина хочет сохраниться и как нация, и государство, надо эту заразу выжигать. Вот эти все кумы, сваты, братья, сестры, они могут и должны быть, но все должно быть по закону. Так вот, в Беларуси приучили сразу, сходу, с этого тяжелого переломного времени быть мобилизованными и делать все по закону. А в Украине, к сожалению, та элита и Кравчук, и прежде всего самый главный преступник, я считаю, это Кучма, с его вот этой антинародной, антиславянской книгой «Украина не Россия». Вот это отцы новой коррупции на современном этапе. Но это не значит, что она не была в Советском Союзе. Поэтому, если мы хотим стремиться вот в Европейский Союз, к европейским ценностям или просто иметь цивилизованное государство, мы должны бить по рукам всем, в том числе себе. Вот сейчас Миндич сидит в Тель-Авиве, наверное, бьет по рукам. Но он бьет по рукам, потому что жалеет, что мало взял. А мы должны бить по рукам, потому что нельзя брать народное и вообще чужое. Поэтому, конечно, вот этот культурный код, исторический код, вот эта вся вольница, вольное поле, казаки, значит, и такое вольное отношение к чужим деньгам, оно в том числе стало и явилось одной из причин вот этого глубокого исторического кризиса, который может превратиться в крах, если мы не остановим эту преступную группировку Зеленского. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Берегите себя и друг друга. Добра и света.